Торнадо разыгрывает крутые призы. Главный приз – топовый игровой ПК. Купи Торнадо и зарегистрируй чек. Получи NFT-карточку и участвуй в еженедельных розыгрышах крутых призов. Коллекционируй карточки и повышай шанс выиграть призы. Информация об акции и организаторах акций на сайте nft.tornadoenergy.ru. Здорово, народ! Сегодня поговорим о персонаже, который в последнее время часто стал напоминать о себе. Сначала в 2 экранизациях, а затем и в новой части игры, в Mortal Kombat 1. Это единственный известный нам представитель расы вампиров во вселенной МК, хотя изначально планировались и другие вампиры, но об этом поговорим уже по ходу дела. В общем, это история Нитары. Погнали! Для начала напомню, где можно быстро, просто и безопасно покупать игры. На сайте Купи Код. Там продаются игры, которые нельзя купить в российском Стиме. Например, новая часть Mortal Kombat, Starfield и множество других. От горячих новинок до вечных хитов. При этом покупать игры на Купи Код даже выгоднее, чем пополнять кошелек Steam самому через Kiwi, ведь с моим промокодом CultGames вы получите дополнительную скидку 10%. Также на сайте есть специальный раздел «Недоступные в РФ», где собраны игры, как понятно из названия, которые нельзя купить в российском регионе, но их можно получить гифтом. Подойдет тем, кто не менял регион и не хочет создавать новый аккаунт. Процесс покупки максимально прост. Выбираете игру, нужный регион и указываете ссылку на свой профиль в Steam. Вскоре после этого к вам в друзья добавится бот, который отправит игру гифтом. Никаких паролей и других данных от аккаунта вводить не нужно. А еще, если авторизуетесь на сайте через ВК или Телегу, то получите 50 бонусных рублей на баланс и постоянный кэшбэк на каждую покупку. Кстати, ребята регулярно проводят конкурсы, даже прямо сейчас. Информация о конкурсах всегда есть на этой странице. Чекайте и принимайте участие. Ссылка на Купи Код будет под видео. Переходите, выбирайте то, что нужно, и просто играйте. Нитара из тех персонажей, которых вот какими задумали, такими и реализовали. Если посмотреть на ее ранний концепт, то можно обратить внимание на то, что деталей в одежде было больше, но это мелочи. Если поверхностно, она задумывалась бойцом с крыльями, которые делают упор на способности, связанные с кровью, и эта идея была полностью воплощена. Сразу стоит отметить, что Нитара не отрицательный персонаж, но и не то чтобы положительный. Ее единственная цель – помочь своему родному миру Ватернус, а вот какими средствами – это уже другой вопрос. Известно, что расу вампиров в Mortal Kombat планировали укоренить, и Нитара не должна была быть единственным представителем. Много лет назад Эд Бун, соавтор серии, даже поделился мужской моделькой вампира, правда без текстур, и не раз говорил, что хочет добавить его в серию. Имени у этого вампира нет, но можно предположить, что это Кахил. Древний вампир, который упоминается в истории Нитары. Собственно, давайте перейдем к истории, там немало интересного. Один из множества миров, которые захватил Шао Кан во время своего правления, это Ватернус, царство, населенное вампирами. Эти существа не агрессивны, они вполне цивилизованы, но чтобы выжить, должны пить кровь. Неизвестно, кем они питались до того, как в их царство пришел Шао Кан, но при его тирании дела стали совсем плохи. Император не думает о том, кого он захватывает и как эти расы будут уживаться во внешнем мире. Ему нужны только войны и территории. Соответственно, Ватернус при Шао Кане пришел в упадок. Нитара была одним из лучших воинов Ватернуса. Она владела магией крови и боевыми искусствами, стилями леопард и фуджо пай, а также холодным оружием в виде 2 кама, это что-то вроде небольшой косы. Старейшины вампиров выбрали Нитару для важной миссии. Она должна была отделить Ватернус от внешнего мира. И вот тут остановочка ради рубрики «Редконы и логика вселенной Mortal Kombat». Если вкратце, слияние миров, насколько известно, работает так. Шао Кан приходит в какое-то царство через портал и завоевывает его. Либо посредством турнира, либо просто силой, если царство не может защищаться. Сами эти миры выглядят как планеты, которые при слиянии становятся частью большей условной планеты, внешнего мира. За счет поглощения другого царства внешний мир увеличивается в размерах, а на его территориях появляются ландшафты и места из поглощенного царства. Не очень практично, но, судя по известным примерам, это работает так. А если смотреть со стороны поглощаемого царства, то, получается, на их территории появляются какие-то места из внешнего мира. Но мы видели это в 3-й части. После поглощения во внешнем мире образуется некая сфера, которая связывает царство воедино.
То есть где-то во внешнем мире есть опять же условная сфера Затеры, сфера Эдении и так далее. Если их уничтожить, то поглощенные царства отделятся от внешнего мира и вернутся к своему прежнему виду и положению. Стоит уточнить, что эта информация прямо в играх не сообщается. Я сам собрал ее из того, что известно по концовкам и биографиям персонажей. Возможно, я понял что-то не так, но дальше и вы сами поймете, откуда сложилась такая картина. Но есть один интересный момент. Формальная история со сферами — это редкон, то есть изменение знакомой истории в угоду новой. Ведь как мы помним из третьей части Mortal Kombat, когда Лю Кэн победил Шао Кана, от внешнего мира отделилось не только Земное Царство, но и Эдения. И стоит ли говорить, что никакой истории про сферы миров тогда и в помине не было? На такой случай у меня есть два объяснения. Первый в рамках вселенной игры. Возможно, сферы не единственный артефакт, соединяющий миры. Точнее, их уничтожение не единственный способ отделить какое-то царство от внешнего мира. Второй вариант более практичный и, скорее всего, правдивый. Перед сценаристами стояла задача дать мотивацию новому персонажу, Нитаре. Соответственно, лор вселенной дополнился царством Ватернус, расой вампиров и новым артефактом в виде сферы. Проще говоря, сфера Ватернуса во внешнем мире — это просто сюжетный инструмент, который нужен был авторам в то время, как часть истории персонажа. Почему я говорю, что сам все это додумал? Потому что, должен быть честным, другие истории, связанные со сферами, в сюжете не упоминаются. И может быть существовала только сфера Ватернуса, но может быть и всех остальных поглощенных миров. В общем, старейшины вампиров отправляют Нитару за той самой сферой, чтобы она ее уничтожила и отделила царство от внешнего мира. Но проблема заключалась в том, что сфера находилась в лаве, и достать ее просто так было невозможно. И тут в историю включаются еще два персонажа, которыми Нитара будет манипулировать, чтобы добиться своей цели. В первую очередь Рептилия. Шао Кан отправил его к Шан Цуну с посланием незадолго до того, как колдун создал смертельный альянс на пару с Quan Chi. Рептилия передал послание, и Шан Цун должен был явиться к императору, но колдун не планировал это делать. Точнее, к императору он придет вместе с Quan Chi, но не для помощи, как ожидал Шао Кан, а затем, чтобы убить его. Рептилия подслушал разговор Альянса, узнал про их план и поспешил предупредить императора, но не успел. Шан Цун и Quan Chi уже сделали свое дело, убили Шао Кана. Точнее, его двойника, но тогда еще никто не знал об этом. А не успел Рептилия, потому что по пути встретил Нитару. Она где-то достала меч Кирихаши, артефакт расы Зауриан, который принадлежит Рептилия, и передала его в знак дружбы, чтобы показать, что она ему не враг. Так как Рептилия уже достаточно сильно деградировал к тому времени, растерял свой человеческий облик и превратился в более дикого и менее разумного ящера, взяв в руки меч, он стал еще агрессивнее. Но Нитара смогла его успокоить, а это положительно сказалось на их отношениях. Рептилия стал доверять Нитаре, это ей и было нужно. Чтобы продемонстрировать, что она на стороне Рептилии и, соответственно, Шао Кана, Нитара сообщила, где находится лагерь эденийской армии во главе с Китаной. В то время Эдения и внешний мир вели полномасштабную войну. Рептилия убедился, что Нитара сказала правду и лагерь действительно в указанном месте, а только потом поспешил к императору, но, как мы уже знаем, было слишком поздно. Стоит отметить, что Рептилия был одним из немногих, кто сохранял верность и лояльность к императору после событий третьей части. Но теперь, после псевдосмерти Шао Кана, он был в отчаянии, и после недолгих скитаний по внешнему миру, он снова обратился к Нитаре, присягнув ей на верность. Тем временем во внешнем мире находился Сайрекс. После событий третьей части в пустыне его нашли Соня и Джакс. Они восстановили киборга, отключили протоколы Линквей, и Сайрекс освободился от влияния клана. Он стал членом агентства по изучению внешнего мира, которое организовала Соня Блейд. Нитара видела Сайрекса и поняла, что он ее единственный шанс. Киборг сможет войти в жерло вулкана и достать сферу невредимым, но как заставить его помочь? Нужно сделать так, чтобы услуга Сайрекса была взамен на услугу со стороны Нитары. Вампирша придумала следующий план. Ей нужно лишить киборга возможности вернуться в Земное Царство. Для этого необходимо сломать консоль на руке Сайрекса, через которую он открывал порталы. Вот для этого и нужен был Рептилия. Нитара указала на Сайрекса и сказала, что это захватчик из Земного Царства. Она приказала Рептилии вступить с киборгом в поединок, но самое важное, что подчеркнула Нитара, во время боя Рептилия должен повредить руку киборга. Так и случилось. Рептилия бросился на Сайрекса и повредил консоль. Киборг оказался сильнее, и Рептилии пришлось отступить, но самое важное он сделал. Сайрекс лишился возможности вернуться в Земное Царство. И тут появляется Нитара, которая как раз способна открывать порталы. Очень удобно, правда? Она предлагает Сайрексу сделку. Он достает ей сферу, она возвращает его на Землю.
И хотя Киборг не доверял вампирше, но все-таки согласился. К слову, Нитара сдержала свое слово. Получив сферу, она действительно отправила Сайрекса в Земное Царство, а сама уничтожила артефакт, который удерживал Ватернус как часть внешнего мира, тем самым освободив свое царство. Вампиры занялись восстановлением своей цивилизации, но спокойствие продлилось недолго. Из империи Морой в Ватернусе стали приходить известия о резне вампиров. Кто-то бессмысленно и очень упорно вырезает эту расу. В Морой отправилась Нитара, чтобы выяснить, что случилось. Осмотрев тела, она пришла к выводу, что раны были нанесены клинком Датуша. Это проклятый меч, который выбирает себе хозяина и влияет на его сознание, заставляет верить, что он убивает во благо. Вампиры знают об этом, потому что в давние времена клинок выбирал себе владельцев именно среди вампиров и заставлял вырезать своих же. Последним из таких был вампир Кахил. Меч свел его с ума, но он нашел в себе силы недолго сопротивляться. Вместе с мечом Кахил отправился в преисподнюю, где выпилился сам в качестве искупления за свои деяния, а также в надежде, что теперь меч никто не найдет. Но если вы смотрели историю Ашры у меня на канале, то знаете, что в преисподней меч нашла именно она. Эта Ашра под влиянием клинка Датуша вырезает вампиров, искренне считая, что вершит благое дело и очищается. Для вампиров этот меч очень опасен. Старейшины даже считали его естественным убийцей вампиров, поэтому остановить Ашру было почти невозможно. Последней надеждой Ватернуса стала легенда о силе, заключенной в кратере Эдении. Нитара должна была получить эту силу и остановить Ашру. Как многие уже поняли, сила – это дар, заключенный в элементале Блейзе, а кратер – место битвы у пирамиды Аргуса, в которой в итоге почти никто не выжил, в том числе и Нитара. Но интересно, что она один из немногих персонажей, у которых есть настоящий мотив сражаться у пирамиды. То есть это не просто ради власти и звания сильнейшего во вселенной, это ради выживания ее народа, но, увы. С другой стороны, Ашра тоже умерла у пирамиды, и, возможно, вампирам в той временной линии больше ничего не угрожало. Знаете, у меня сложилось впечатление, что последние 3-4 года нас как будто готовили к возвращению персонажей постклассики в новой игре. Сами обратите внимание, Нитара, Ли Мэй и Рейко стали напоминать о себе в сторонних проектах, а в недавнем мультфильме появились Ашра, Кия, Джатаака и Сарина. Так вот, Нитара. Сначала у нее было небольшое камео в первом мультфильме «Легенды Mortal Kombat». Там она просто наорала на Джонни, чтобы он от нее отвалил. В общем, персонажа показали скорее в массовке. А вот в фильме 21 года Нитара появилась снова, но на мой взгляд это появление тупо ради фаталити, которое на ней провел Кун Лао, но все же. У персонажа нет ни одной реплики. Нам показали пару сцен с ней, в одной из которых Нитару жестоко фаталит Кун Лао. И да, зрелище эффектное, но опять же, ощущение, как будто между разработчиками игры и авторами экранизации есть некоторая договоренность о том, каких персонажей нужно добавить, чтобы напомнить о них, чтобы в новой игре их уже узнавали. Но, кстати, Нитара упоминается в событиях комикса МКХ. Там Кван Чи признается, что научился магии крови у Нитары. И вроде бы это просто упоминание, но на самом деле эта магия одна из сильнейших во вселенной Mortal Kombat. И то, как ее использовали Кван Чи и Хавик, точнее, к чему привели их действия, служит тому доказательством. Но полноценное возвращение состоялось только в Mortal Kombat 1, и хотя роль у персонажа небольшая, скорее второплановая, но все же было приятно увидеть Нитару. Она хоть и выступает на стороне Кван Чи, читай зла, но прямо говорит, что это просто средство, оправдывающее цель. Благодаря магии Кван Чи в этой временной линии ватерианцы больше не боятся солнечного света, что служит поводом для Нитары доверять некроманту. В оригинальной хронологии, кстати, вампиры Mortal Kombat боялись только земного солнца, а вот солнце внешнего мира для них было безвредно. Но в новой игре детали немного изменились. Теперь иммунитет вампиров к солнцу – это заслуга Кван Чи. Главная же цель Нитары – снова помочь выжить своему народу. Ватерианцы через поколения взрастили в себе способность питаться кровью других существ в своем царстве. Но такая особенность привела к тому, что спустя многие годы, кроме вампиров, в Ватернусе почти никого не осталось. Кван Чи в обмен на поддержку вампиров, по большей части Нитары, должен был предоставить ватерианцам какой-то вид существ, которым вампиры смогли бы питаться. Но план Кван Чи рухнул вместе с надеждами вампиров. Но после этого Нитара поняла, ей не нужно завоевывать целые миры или подчинять расы, чтобы прокормить народ Ватернуса. Им нужны только несколько тысяч особей, которых они могли бы разводить как скот для питания. Это решение Нитары что-то вроде меньшего зла. Если бы план Кван Чи сработал, то погибли бы миллиарды, а Нитара нашла способ обойтись меньшим количеством жертв, чтобы спасти свой народ. Правда, очень вероятно, что эти несколько тысяч особей, необходимых для разведения, это люди.
Такой вот неоднозначный персонаж. Нитара всегда где-то на заднем плане в сюжете, но ее история в играх, на удивление, довольно продумана, по крайней мере местами. Мне этот персонаж нравится и даже получается ей сочувствовать. Помните момент в сюжете МК-1, когда Нитара говорит, что потребность вампиров в крови не делает их чудовищами? Это необходимость для выживания. Вот эта реплика, пожалуй, полностью характеризует персонажа. Что же, у меня на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Как обычно, напоминаю про свой телеграм-канал и группу ВКонтакте. У нас там, кстати, продаются фигурки, как ручной работы, так и напечатанные на 3D принтере, а еще стикеры. Залетайте, посмотрите, а я не прощаюсь.